Руководитель проекта Health Monitor, правильно я выговорил? Да. Если я правильно уловил суть, то вы презентуете устройство, которое способно по выдоху человека определить, болен он или здоров, и даже чем болен. То есть поставить диагноз. Ну, не Звучит только. как-то футуристично. Ну, не только. Значит, смотрите, это, естественно, разработка, то есть это не то устройство, которое сейчас в больницах уже установлено и работает, там, определяет, заболел человек не, или там, какая у него болезнь. Тем не менее, мы сумели уже научились, это еще было даже, наверное, года 2 назад, определять ковид по выдоху. Мы имеем устройство это в различных местах. Мы видим пневмонию, например, по выдоху. Мы видим сахарный диабет по выдоху. Мы видим изменения в органах, хронические заболевания, бактериальную инфекцию, вирусную инфекцию путем определения газов в выдохе человека, которые так называемыми биомаркерами являются. То есть есть такое понятие биомаркера, если у человека заболевание, то он, значит, легкое, желудок, в зависимости от того, какое заболевание, вырабатывает определенные газы. Значит, те, которые ранее были, в большей концентрации, а иногда те, которых и не было. Например, при вирусных нагрузках бывает, появляется... Там какой тогда будет присутствовать? Ну, допустим, к примеру, значит, болезнь... Значит, просто все знают, углекислый газ, там СО, все. Да, мы СО2 тоже видим, естественно. Да. Мы видим еще НО, оксид азота. У тех, у кого проблема с легкими, у них НО в большей концентрации, чем нужно. У диабетиков, например, ацетон в высокой концентрации. Это уже известно там, десятки лет медикам. Есть даже устройство, которое меряет только ацетон. Просто у нас анализатор, он универсальный, мы видим практически все газы, которые являются биомаркерами заболеваний. То есть, не говоря о том, что мы, в том числе для спортивной диагностики, это устройство, сейчас в основном мы его продаем для спортдиагностики. Почему именно спортдиагностики? В больницах разве не нужен такой? Или нужен, да, для раз? поликлиники, для больницы. Это, по большому счету, революция, которую нужно на время, чтобы она совершилась. То есть, грубо говоря, докторов не учили ранее, что можно определять заболевания по выдоху. Соответственно, этот процесс очень долгий, периодически с какими-то университетами. То есть вам нужно медицинское сообщество убедить, что это реально работает? Мы это уже делаем, по факту. У нас да. есть университеты, медицинские учреждения, которые с нами работают на эту тему. Но вот давайте, если вернуться к спорту, то есть мы видим по факту, и для спорта, и для медицины, это изменение метаболизма у человека. Вот когда человек тренируется, спортивная нагрузка, у него метаболизм меняется. То есть, например, в фитнес-центре мы ставим устройство, человек приходит, выдыхает у него в состоянии покоя, когда он еще не начал тренироваться. И это его нормальный метаболизм до тренировки. Потом он начинает разминаться, тренироваться, и каждый раз выдыхает газоанализатор. И мы видим, как у него меняется метаболизм, мы видим скорость жиросжигания, мы видим определенные показатели, которые говорят об его эффективности его тренировки. Ну, если коротко. В том числе закисление мышц. Если, соответственно, наше устройство будет человек будет использовать наше устройство по ходу тренировки, он увидит, мы не дадим ему его мышцам закислиться, если он этого не хочет, естественно. И мы будем говорить ему: снижай темп, поднимай темп по ходу тренировки. То есть, по сути дела, вы можете, ваше устройство способно вместо тренера подсказать, да? Вот ты сегодня не доработал или наоборот, давай-ка немножечко Да. Ну, даже не сбавим вместо, темп. оно лучше, чем тренер. Тренер смотрит просто в глаза человеку, да, как-то субъективно рассуждает, а у нас-то железо, то есть это железяка, бездумная машина, в смысле, бездушевная. Бездуховная. Бездуховная, да. Зато точно. Как вам эта идея пришла? Какая необходимость появилась? Или дело просто... в том, что нет, у меня есть друг, доктор, очень мой близкий, хороший товарищ. Он эту разработку видел. В части она была незаконченная в Институте автоматики и электрометрии, это в Новосибирском академгородке. Значит, и там работал ученый, к сожалению, умер этот ученый 2 года назад. Он разработал принцип фундаментально, как определять газы, значит, дешевле, чем текущие сегодня газоанализаторы. То есть, грубо говоря, наше устройство, которое в фитнес-центре стоит или в больнице, допустим, будет стоять, да, и уже стоит где-то у нас там в лабораториях, оно стоит в десятки раз дешевле, чем огромное лабораторное устройство, которое было 10 лет и 30 лет назад применялось в институтах, в университетах. Это масс-спектрометр, он тоже видит все газы, но он стоит $100 тысяч и выше. Мы, в свою очередь, имеем устройство очень дешевое в сравнении. Мы можем его... Вот недавно мы в деревню поставили его, где живут староверы, у них нету ни больницы, ничего. Вот мы им поставили в качестве эксперимента, и
готовим сейчас одну работу с одним из больших регионов России. Мы там, значит, ну, я думаю, осенью мы будем ставить несколько аппаратов таких же для диагностики заболеваний уже в деревнях, где нету медицинской помощи. А человек, который далек от медицины, не имеет профильного образования, воспользовавшись вашим устройством, как он поймет показатели, что у него? Или там прям так и будет написано, у вас диабет там, второго типа, или как Вот это работает? как раз и то, что как бы нужно решить по большому счету, да. То есть, ну, во-первых, мы делаем медицинское сертифицирование сейчас, но мы делаем в части. То есть я сейчас вам перечислил много заболеваний, а мы, например, для медицинского сертификата выбрали первым этапом, мы сертифицируем диагностику водорода в выдохе. Это тест для гастроэнтерологии. Когда у человека проблемы в кишечнике, желудка, у него высокая концентрация водорода, кислорода, там, ну, соотношение водорода к кислороду и метана. Вот мы как бы эти три газа видим как бы достаточно хорошо. Значит, и эти устройства уже де-факто были в медицине, применялись в гастроэнтерологии, но они очень дорогие, и как раз, к слову, импортозамещение, они английского производства. Да, Великобритания. То есть они очень дорогие, но у нас сертифицированы в России как медизделие. Соответственно, мы это медприбор, мы этот медприбор по аналогии фактически диагностику создали. То есть мы знаем, какие концентрации у человека при таких обстоятельствах, при таком-то заболевании должны быть водорода, метана, там, кислорода. Значит, и мы, в свою очередь, значит, дешевле, как бы, да, и более универсальный, более дешевый, потому что у нас там... Хорошо, ну, есть получили 15. сертификат, дальше? Да. Мы этот сертификат, соответственно, используем для установки в больнице. Ну, это, я так понимаю, вопрос там года следующего. И параллельно, естественно, так как газоанализатор универсальный, мы же видим все остальные газы в том числе. То есть мы в том числе используем эти данные для улучшения и апробирования и, как бы, скажем так, показа, что мы можем в том числе и другие заболевания диагностировать. То есть медицинские работники могут видеть параллельные заболевания у человека. То есть в любом случае, посмотрев на показатели, врач будет диагноз, да? Вообще, как правило, это должно быть. То есть есть концентрация газов, измеряется на part per billion, part per million. Это газы так меряются. То есть часть миллиардная, часть миллионная. Врач знает в некой таблице, у него некая существует информация, сколько норма, сколько нет. Если у человека выше нормы, значит, это потенциально такое-то заболевание. Ну, если коротко. Да. Ну, то есть я к тому, что все-таки это не выглядит так, как могли бы зрители вдруг себе представить, что выдохнул, и где-то на экранчике написано. Вот, что какое заболевание у человека. Все равно диагноз будет ставить специалист. Ну нет, это, видите, у нас телемедицина же сейчас развивается стремительно. Я думаю, не за горами, когда это все будет автоматизировано, в том числе диагнозы. Можно будет. Дело в том, что, вот смотрите, биохимия крови, когда мы сдаем кровь, мы определяем, что в составе крови находятся, какие элементы. Значит, вот я недавно сдал, у меня холестерин выше, чем норма. Я уже знаю, что, хотя я не медик, да, что как бы, надо мне сделать там какие-то процедуры, больше тренироваться, меньше есть там жирное и так далее. То есть, как бы то же самое будет здесь. То есть, как это работает? Все, что есть у нас в крови, через альвеолы выходит из легких, то есть в виде газов. И, по сути, как бы очень быстро, то есть, вот, грубо говоря, у меня меняется как бы метаболизм, я тренируюсь, у меня практически после тренировки в течение минуты появляются газы, потом пропадают эти, которые свидетельствуют о жиросжигании. То есть за состоянием человека тоже можно будет наблюдать, фактически, да, ежеминутно, если в больницах мы, например, этот прибор постоянно будем Я вам пример приведу. Я был 2 недели назад в Саудовской Аравии, там они строят город Неом, называется. Они туда собираются вложить триллион долларов государственных денег, построить здание 170 километров длиною, и они уже начали его копать. Здание, да, на Красном море, называется город Неом. Вот. У меня, значит, так случилось, что один из, значит, Российско-Арабский совет, в общем, там один интересный человек, он меня познакомил, я туда полетел встретиться с одним из руководителей компании, который застройщик этого города, они уже начали копать котлованы, между прочим. Мы им предложили эти устройства в каждый дом. То есть, грубо говоря, человек приходит домой, выдыхает, город же инновационный, они там пытаются это сделать как бы, неким новым чудом света, выдыхает в наш газоанализатор дома у себя, в универсальный газоанализатор, домашнего использования, каждый день. Можно хоть 10 раз в день, в зависимости от после питания какого-то определенного и так далее. И мы видим его некий уровень здоровости. Если человек отравился, заболел, напился алкоголя, там, не знаю, но он напился алкоголя, он знает, что он напился. А если он отравился и не знает, то мы это увидим раньше, чем как бы он почувствует.
Если он заболел каким-то заболеванием, он тоже, значит, газоанализатор ему скажет, что что-то не так, не надо ждать, пока там появятся симптомы там другие. И как ваше предложение, понравилось? Ну, это же долгая история, ну, в целом-то, да, конечно. Но Мы заинтересовало? оставили один аппарат там у них, да, город, ну, да. В общем, вот сейчас как раз сотрудница улетает, будет там жить. Максим, спасибо вам огромное, было очень интересно. Я желаю вам успеха в Спасибо. вашей задумке. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.